Всем привет! Сегодня мы приехали в удивительное место – отель Онсен Хана-Юрари, который находится прямо на берегу озера Китагата в префектуре Фукуи. На календаре у нас 6 августа, самый разгар летних школьных каникул в Японии. Нам невероятно повезло. Я бронировала этот отель всего за день до поездки. Скорее всего, кто-то отменил бронь в последний момент, и нам достался этот потрясающий вариант. Почему я говорю повезло? Потому что за проживание 4 человек, 3 взрослых и ребенка с полным пансионом, роскошным ужином кайсеки и завтраком мы заплатили всего 55 тысяч йен. Для пика августовского сезона в Японии это просто сказочная цена. К слову, в следующие дни в других отелях мы платили в 1,5 раза дороже и только за завтрак. Но об этом я еще расскажу. При входе нас встретил очень душевный персонал. Все подробно рассказали, и что мне очень нравится в таких рюканах, разрешили самим выбирать понравившиеся халаты юката. Сейчас я покажу вам наш номер. Это так называемый гибридный номер Japanese Western Style. Здесь есть 2 полноценные европейские кровати и отдельная японская комната с татами, где раскладываются матрасы-футоны. Площадь около 40 квадратных метров. Так что места для нашей семьи из 4 человек более чем достаточно. А комната вообще рассчитана до 7 человек. Если вы приедете сюда без машины, то здесь есть трансфер, но его надо заказывать заранее, потому что количество автобусов ограничено. Или можно доехать на такси. А вот теперь посмотрите, какой здесь прекрасный вид на озеро. А вот на столике стоит бесплатная минеральная вода на 4 человек, а в коробке в круглой чайный сервиз и чай. А теперь давайте заглянем в ванную. Ванная комната здесь удивляет размерами. Она действительно большая, хотя, честно говоря, мы даже ей не пользовались, ведь в отеле есть потрясающие горячие источники. Шампунь, тритмент для волос, бодисоп, все есть в ванной. А здесь вот в шкафу лежат полотенца, можно их брать и идти в горячие источники. Вот здесь еще есть умывальник, здесь есть лосьон для лица, лосьон для снятия макияжа, еще молочко для лица, потом, что необычно, пенка для бритья. А вот здесь удобный туалет. Ну а теперь самое главное, ради чего едут в такие места. Горячие источники, онсен. В отеле есть 2 купальные зоны. Давайте для начала поднимемся на 3-й этаж. Это главный, более просторный онсен. Посмотрите, какие здесь огромные панорамные окна. Купаешься в горячей термальной воде и любуешься тихой гладью озера. Вода здесь натриево-кальциевая. Очень хорошо согревает и расслабляет после дороги. Еще хочу заметить, сначала вот люди здесь моются, вот здесь, а потом только заходят в источники. Обязательно мойте. Здесь есть и шампуни, и ополаскиватели. Вот еще слева пилинг с коллагеном, а справа средство для умывания лица саке касу. Это экстракт саке. Мне умывалка понравилась, что я даже купила ее. Вот она. В Японии средства саке касу очень популярны, так как они отлично выравнивают тон кожи, осветляют, придают ей фарфоровое сияние и глубоко увлажняют. Мне эта умывалка очень понравилась. А теперь спустимся на 1-й этаж. Здесь купальня чуть поменьше, но очень уютная и атмосферная.
Пришло время ужина. У нас был включен стандартный план ужина кайсеки. Есть несколько видов планов. Это можете выбирать сами по вкусу. Но ко всем, если вы хотите пить алкоголь, надо доплачивать. Но мы не пьем, это я просто так вам на заметку говорю. И тоже есть разные планы. У нас стандартные. Я для начала хотела попробовать их оригинальный стандартный план. И нам очень все понравилось. Сейчас вы увидите. И здесь тоже, конечно, это красивое озеро Китагата. Изо всех окон видно. Вид потрясающий. А вот это еще наши милые халаты юката. Кстати, хочу заметить, в отеле отдыхают практически одни японские семьи с детьми. Иностранных туристов нет совсем. Настоящая нераскрученная Япония для местных. Меню-ужин я поставлю в описании к этому видео. Кому интересно, посмотрите. Вот это вот в тарелке красное мясо, это мраморная говядина вакаса, тоже этих мест. Ее как на огне тушат и кушают с соусом. Тоже очень вкусный соус, он как кунжутный. Вот в коричневый, светло-коричневый такой соус. Здесь было все невероятно вкусно. И свежайшие сашими в самом начале, и потом потрясающие закуски. А вот это вот соба было, вот сашими очень были вкусные. Соба тоже здесь очень известная соба, это гречневая лапша. В общем, все было очень. И потом еще нежнейший паровой крем чавамуши, там будет как из яйца он сделан. Потом вот эта вот говядина мраморная, тоже очень вкусная. И еще здесь был легкий десерт. В самом конце будет. В общем, все вкусное, очень мне понравилось. Для этой стоимости, за которой мы останавливались, это вообще, я считаю, копейки. Вот. И единственное, что вот здесь тоже очень известная рыба фугу есть. И здесь делали темпура из фугу. Это была жареная фугу в стиле темпура в самом. А вот еще разные супы, соленья. Вот. И этот фугу будет в самом конце. Я поставлю титры. И фугу, который в стиле темпура, мне по вкусу и текстуре показалась обычной белой рыбой, похожей немного на треску. Ничего сверхъестественного. Но все остальное это 10 из 10. Мы получили огромное удовольствие. А вот это чавамуши. Это нежнейший паровой крем чавамуши из яйца. И еще там вот разные вот тоже есть овощи. Вот это вот фугу, про что я говорила, темпура. У них тоже как тут есть целый культ по этой рыбе. Ну, она вкуснее в сашими. Ну, конечно же, фугу в темпуре тоже оригинально. А вот наш десерт, это вот как желе и еще пирожное. И здесь вот местный зеленый чай, очень вкусный чай. Здесь его можно пить сколько хотите. После такого плотного ужина дети потребовали десерт еще. И в лобби отеля продают традиционное японское мягкое мороженое софт-крим за 500 йен. И мы пошли туда, взяли детям классическое ванильное и с зеленым чаем матча. Еще, к слову, о цене и везении. Позже в этой поездке мы останавливались в отеле Кацуяма Нью отель. Там номер был совсем маленький, тесный, где 4 кровати стояли буквально вплотную друг к другу, смежный туалет с ванной. И за это мы заплатили 88 тысяч йен только с завтраком, без ужина. Так что Хана-Юрари за 55 тысяч йен с таким пиршеством – это просто находка. А вот здесь можно делать самим чекаут, выезд, то есть даже не обращаясь на фронт-деск на лобби. Очень удобно и можно расплачиваться кредиткой.
А вот здесь еще магазин сувениров. Здесь я купила средства для умывания лица Саки Касу. А вот здесь можно брать халаты юката, в которых мы ходим по отелю. И здесь утром еще помимо мороженого софт-крим можно уже бесплатно попить кофе. Только по утрам. Здесь очень вкусный кофе. Но единственное, что время у них ограничено, по-моему, с 8 до 10 утра. В этот промежуток можно здесь спуститься и бесплатно пить кофе. Счастливые и сытые, мы отправились отдыхать в номер. Завтра у нас большие планы. Вот так спят на матрасах, японский традиционный стиль. И на матрасах, и на кроватях спалось хорошо. Кстати, в номере есть холодильник, но он пустой, но можете покупать что-нибудь и класть туда. И еще есть сейф тоже. Доброе утро, посмотрите, какое оно доброе, ясное. И здесь вот еще есть ветряные мельницы, но они вообще не двигаются, ветра нет. Такое чудесное утро на озере, вообще красота. И мы сейчас будем собираться, мы переодеваемся сразу в купальные костюмы. Почему? Потому что прямо отсюда мы едем на знаменитый пляж Суишохама на Японском море. Мы сейчас пойдем завтракать. Здесь завтрак тоже очень вкусный. И потом мы будем выселяться и поедем к морю. А про то, как мы отдохнули на пляже Суишохама, какая там кристально чистая вода и бирюзовое море, я покажу вам уже в следующем видео. Я ставлю влоги про Японию каждую неделю. Кто любит Японию, подписывайтесь. На этом мое видео заканчивается. Всего доброго, до новых встреч!